Вот беда. Я буквально ничего не вижу. Приветствую всех людей и меры, с вами Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Я нахожусь в Басморе, продолжаю местные квестики. И я, похоже, просто был невнимателен в прошлом эпизоде по поводу тех квестов, которые есть сейчас. Это, во-первых, расследование краж. Здесь я посмотрел и увидел, что есть еще на самом деле с кем можно поговорить по этому поводу. Вот Салмс, если с ним мы говорили в храме, ну, думаю, стоит зайти еще раз на всякий случай. Есть по меньшей мере еще семья Фарис в их особняке. Вот, возможно, они что-то скажут. Потом по поводу нашего ордена Восточного Яйца, или как они там себя называют. Капитан стражи мне сказал, что он разнимал драку между одним из этих бретонцев и вот кем-то из этих данмеров. И, возможно, мол, этот данмер знает что-то. Только я не вижу сейчас этого данмера. Черт. Это же нигде не записалось, да, как его звали? Так, вот они, эти квесты, опасности охоты на драконов, и с кем поведешься, от того наберешься, да? Так, ну ладно, на всякий случай, может быть, вот эти данмеры знают что-то. Но это точно не те, с кем они там разнимали драку. Ну да, с тобой-то я уже говорил. Так, ладно, что-то непонятки пока какие-то. Тут все заперто. Не, ну конечно, может в теории кто-то там сидеть. Кстати, почему бы не проверить? Зря, что ли, прокачивал взлом себе. Ну, это вообще кладовая. Ладно. Тут, конечно, вряд ли кто-то может быть, но... Так, ну ладно, это все равно еще не все, что мне ясно. Я полагаю, как минимум еще один какой-то должен быть тут. Бретонец. О, тех, кстати, товарищей вроде бы. Восстановились деньги или нет? Или мне кажется? Наверное, мне кажется. Ладно, потом это все. Так, ладно. Я не нашел не того. Вот он. Ламус Рид. Вот с ним дрался кто-то из бретонцев. Ну, кто бы мог подумать. Классный шлем, товарищ. Скаут и присяжный Великого дома Ридаран. Ну, по тебе видно, да. Где там? Вот, группа бретонцев. Даже не связывайся с этими идиотами, аргонянин. Кто вообще может их принимать всерьез? Один из членов этой шайки ударил меня за то, что я подверг сомнению их так называемую миссию. Но если ты действительно всерьез решил их найти, я помню, что их предводитель что-то говорил об отправке на север, в какую-то пещеру. Ну, блин, пойди найди пещеру на севере, замечательно. Ну, я нашел, кстати, несколько таковых.
на север, да? А, тут еще есть отметочка в журнале, вот полезно заглядывать. Возможно, имеет смысл поговорить с Фернандом по поводу этим или отправиться в одиночку. А, ну его взять с собой. Ну, это будет забавно, конечно, если он пойдет со мной. А почему бы... Ну, ладно, потом. Я хочу еще тут пораспрашивать вот этих вот ограбленных товарищей. Еще раз, на всякий случай. К главе храма. Он меня все меньше и меньше любит. Что такое? Я ж тебе помогать хочу, дурень. А где это вообще реплика-то? Вроде я уже проверял, и у него не было ее. По поводу краш. Есть только... Ну, кстати, у меня есть подозрение, что если его разговорить, поднять его отношение ко мне, то, возможно, он что-то еще скажет про эльфийку. Ладно, это как вариант, самый последний. Your wounds are minor compared to what you will receive if you continue to bother me. Какая злая. Ладно. Что-то в храме, в общем, меня не любят. Видимо, я похож на безбожника, да? Совершенно какого-то. Откровенного. Осталось с этими поговорить. А, кстати. У меня еще не тот амулет надет. Так-то они должны меня побольше любить. Приветствую, аргонянин, в нашем скромном обиталище. У меня есть дела, но, возможно, как-то я могу тебе помочь. Да, по поводу краш хотел уточнить. Дела поместья едва ли тебя касаются, чужестранец. Да в смысле... Тут, кстати, может, что нового про этих охотников на драконов сказать? Они, говорят, ну, немного другие, отличные от нас. Но ничего не знаю при этом. Так, ладно, похоже, этого надо склонять на свою сторону сейчас. Так. Блин, не получается. О! Отлично. Ну? Я хочу до 80. О! Вот если сейчас ничего не скажет. Да, похоже, тут ты ничего у него не разведаешь больше. Ладно, может, есть еще какие-то обитальцы этого поместья более разговор. Да это даже поместьем не назовешь. Ну как-то, слушайте. Ну вот, еще есть подвал у них. Вот ты наверняка мне что-то расскажешь интереснее, да? Нет, она посылает меня к своему мужу. Замечательно. У меня все больше складывается впечатление сломанности этого квеста, в общем. Так.
Вообще, из всего этого самая подозрительная пока это эльфийка. Какая-то самая темная лошадка. Ну ладно, в особняке Фарис мне ничего никто не говорит. Возможно, имеет смысл порасспрашивать остальных в храме, а не только его главу. Я думаю, это имеет смысл. Если нет, то попытаться поднять расположение свое главы, собственно. Кражи. Да, действительно, это случилось. Кому-то пришло в голову что-то украсть в храме. Просто спроси Салмса. Так у него нету реплики. Понимаешь, нет у него реплики, как я его спрошу. Как я его буду спрашивать? Нет реплики у него. Так. Speak, traveler. Ну ладно, может я пропустил эту реплику. Еще раз смотрим. Нет ее. Какой ужас. Ну, на всякий случай потыкаю во все реплики, которые хотя бы близко могут быть с ней. Пока ничего. Вообще ничего, я бы сказал. Ладно, сейчас попробуем. Так, а если еще раз поговорить с эльфийкой самой? Ну, она, по крайней мере, знает кое-что про рыцарей наших. Так, ладно. Поехали. Убеждение, восхищение, давай. Вообще неплохо уже работает мое красноречие. Думаю, даже можно смелее тыкать. О, вау. Слышь. Ну, короче, да, мне еще учиться и учиться. Так, ладно, вот, все, до десяточки теперь хотя бы вернул после этого безобразия. Но, вероятно, надо будет вернуться к нему позже, попытаться восстановить расположение. В общем, да, перегнул палку. Так, ладно, я пока что сдаюсь с этим квестом. Но попробуем взяться за наших охотников на дракона. Да.
После того, как я хорошенько над этим подумал, я, кажется, вспоминаю, что есть у нас на севере пещера. Но я просто слишком устал, чтобы идти туда, поэтому... Когда пойдешь, будь осторожен. Всегда есть шанс напороться на дракона. Блин. Я-то думал, ты для разнообразия пойдешь со мной действительно туда. Это самая дебильная отговорка у неписи, что я слышал за последнее время. Я устал, я не пойду. О, мне кажется, это как раз та пещера в дереве, которая типа... Так, кстати, указатель что скажет нам? Дрейним, ага. Как бы мимо не пройти, а возможно уже прошел мимо. Или нет еще? Может быть вот? Ага, ну вот, похоже. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут. Махсамси. Ну, пока что выглядит приятно. Угу, тут оно обитаемым выглядит, по меньшей мере. Кто-то тут живет. Черная крыса тут живет. Никс Гончи. Вот от тебя лучше избавиться. Ты уж прости. Вот что, плавающие кристаллы? Выглядит странно. Могли бы сюда что-нибудь заныкать, а что зря сюда прыгал. Нужны ли мне такие? Вот у меня уже есть. Все? И это вся пещера ваша? Ничего не понимаю. Вроде как обитаемая, то есть мостки какие-то. Но при этом в ней живут крысы и Никс Гончи, и она такая маленькая. Не, ну может быть, конечно, здесь что-то еще есть, но... Мне кажется, я там застряну скорее, чем что-то найду. Вот этот странный, конечно, кристалл на дне тут лежит. А, я понял. Это не кристалл на дне, это такое преломление. Но тут, тем не менее, я не пролезу. Все, ладно. Ну, по крайней мере, я убедился, что это не та пещера.
Пойдем, значит, к следующей. Вон там. Эти срубленные и упавшие деревья тут явно неспроста. Ну, о чем это может говорить? Не о драконе же? Так, это кто там? Френдли? Unfriendly. Так, теперь мне надо восполнить ману как-то. О, кстати, какое хорошее винище все. Повышает привлекательность. Надо, наверное, сохранить. Так, у меня есть... Морозные соли, огненные соли. Кстати, зачем мне на продажу, очевидно, ладно. Потом есть это. Ну, выгоднее сначала эти зелья использовать. О, еще прокачал навык, прикольно. Но у меня вообще интуиция подсказывает, что это скорее всего рандомная просто пещера очередных контрабандистов, и тут я не найду своих. Как их правильно? Рыцарь ордена Восточного Яйца. Как абсурдно это звучит. Двемерский артефакт. Здрасте. О, обед. Солонина. Скуму сюда. О! А вот это прикольно. Это, может, и даже оставлю себе. Призыв скелетика. Чтобы было хотя бы что перезаряжать. Надо же как. Я умудрился промазать в него. Какие разношерстные контрабандисты. Так,
буду последовательным таки. Это пригодится. Да, несчастные негодяи, у них даже снаряга-то не очень. А вот тут кто-то кайфовый образ жизни вел, смотрите. Корзиночка с винишком, с лунным сахаром. Гамак. Но рыцарей наших ни следа, к сожалению. Так, сюда, наверное, лучше не лезть все-таки. Ладно, уже залез. Да, скучаю по Антирину. С его подземельями. Вот это хороший ящик. Подземная река. Промокшая записка. Если кто-то из вас кретинов... У кого-то из вас кретинов появятся какие-то ненормальные идеи по поводу исследования этой темной, сырой, скользкой пещеры в нижние уровни, по крайней мере, додумайтесь, пожалуйста, зажечь факелы по пути. Иначе вы соскользнете, упадете и сломаете свои шеи. А мне придется покинуть свое уютное, теплое местечко, чтобы забрать с ваших трупов деньги, которые вы мне задолжали. Не будьте идиотами. Подписано AD. Ладно, эта записка пока самая оригинальная из всего, что я видел в этой пещере. Кто-то все-таки зажег факелы. Не припомню, чтоб я видел таких зверушек. По крайней мере, дружелюбны. Не агрессивны. По-моему, я кого-то слышал.
Да, факелы зажжены далеко не по всему пути здесь. О, это еще что? Ну тут так-то двемерские руины неподалеку, это, наверное, они. Стена двемерских руин. Ну, хотя архитектура не двемерская. Интересно. Это скорее классическая, да, номерская. Как будто какая-то, знаете, похожа на канализации под Морнхолдом, реально. Ну, или под Халааном, если хотите. Верему. Смотрите, уже это другая локация будет. Ладно, становится интересней. Вау. Чё, кто меня бьет? А, ну конечно, рыба-убийца. Кто же тут еще может быть? Ну, отстань. Лениво с ней дерусь. На. Ну, тут не обойтись без скидывания гира. Потому что оно, видите, уходит вглубь. Вот, сейчас только тут пощупаете. Ящики. Так, хорошо. Ну и все, сейчас надо это скинуть. Я думаю, как раз где-нибудь... А, тут дверь захлопнулась за мной, понятно. Где-нибудь вот просто здесь, да? Ну, предположим, так. С собой у меня будет одно зелье. Вот это. Один вот этот щуп. Одна вот такая отмычка. Свиток призыва Дейдрота на всякий случай. И то, что, собственно, на мне. Ну и плюс клинок Мараэлина. Куда ж без него. Да, это при этом при всем у меня уже... Кошачий глаз активирован. Ну, давайте свет азура еще. Тут, возможно, я успею выплыть, нет? Ланаритан. То есть это я как бы наружу выплыл. Левитация. Ну, хоть что-то. Конечно, интересные руины. То есть это действительно древний Данмерска, что-то такое вот. Возможно, город какой-то был. Ага, вот еще сюда можно. Так, а если собраться сюда, то... Угу. Это в каком-то
роте я нахожусь, получается. На самом деле 3 пещеры было, только в 2 залез, так что ли? Или вот, наверное, вот в это я еще не был. Я вот залез в эту и оказался вот здесь в итоге. Ну, есть, конечно, еще смысл исследовать вот здесь, но я, наверное, сначала... Сюда. Подожди, где это было? Здесь? Здесь. Посмотрю, что у нас тут. Ага. Восстановление маны так я не подумал. Ничего не вижу. Здесь вроде тупик. Свет Азуры. Хватит, может, все-таки мне на него? Нет, не хватит. Вот беда. Я буквально ничего не вижу. Потому что смотрел куда-то в потолок, да? Нет, тут можно пройти. Тихо, тихо. Агрессивные какие. Плотные. О, факел. То, что нужно. Как я давно не пользовался факелами в этой игре. Отлично, надо еще один взять. Про запас. Что это там? Древнеданмирские лампы. Ключ от ворот нашел здесь. Журнал обновлен. Прошла неделя, надо повидаться с Маниэлем. Это который меня заставлял искать камни. Вот я вышел наружу. Я, кстати, пока даже еще не теряю надежды действительно здесь найти этих бретонцев заблудших. Какое-никакое богатство, какой-никакой лут. Вообще, да, я понял мысль. Можно свалить с помощью левитации отсюда. Что это был за звук? Звучит как нежить. Ай.
Отлично, теперь у меня есть оружие дальнего боя. Ну, должен сказать, должен признать, этот данж оказался... Ох ты! Интереснее, чем я предполагал. Доспехи Темного Братства, ничего себе. Давай сюда. Возможно, от этого сундука и был ключ. Похоже на святилище Темного Братства. Если таковые бывают вообще. Ну, если бывают, это прям оно. Интересно. Характеристики этой снаряги лучше, чем у стеклянной. Не терпится сравнить. Факел. Так, где еще один? Так, хорошо. Эту часть исследовал. Сначала сюда хочу. Тут ничего. Одна гипнофация только по стенам растет. Значит, осталось только сюда сходить. Черт. Это было слишком громко. Вот, похоже, тоже все, да? Может, правда, левитацией выбраться отсюда? А то я там заблужусь во тьме. А, похоже, все не так просто, да? О, получилось. Вообще темнее все, чем я думал. Для меня ситуация усугубляется еще и тем, что у меня довольно много освещения вокруг для кейнга. И
Я вижу еще хуже в темные времена суток в играх. Мне интересно нащупать эту пещеру прямо сейчас. Ага, ну да, вот я в нее, получается, да, пришел. И как раз из нее добрался до этих руин. Надо вернуться к своему гиру. Так. Нет, таки стеклянный в сравнение не идет с темно-братским. Вот так, ладно. Придется искать этих ребят еще где-то. Вот. В этом эпизоде это не удалось. Ну ладно, оставим на следующий, друзья. Но, по крайней мере, эти руины оказались интереснее, чем я думал. Этот данж в целом. Вот, спасибо за внимание. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Лайки, подписки. Пока-пока.